Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертвоглу турецкие узоры. Сегодня я опять буду вязать детские тапочки. Значит, тапочки эти будут на 7 лет ориентировочно. На 6 они тоже подойдут, свободненько будут. На 7 как раз, на 8 немножечко в натяжку. Значит, если, опять же сразу скажу, если размер у вас немножечко меньше, мы по подошве будем на пару петель уменьшать. И по длине на 1-2 ряда уменьшать. Если же размер больше, то будем добавлять. Но я их уже примерила, поэтому вот 6-7 лет двум детям померила, сидят отлично. Видео, правда, не сняла. Значит, вперед у меня связан тунисским вязанием, как всегда. Остальное я все делала спицами. Вот такой вот тапочек получился. По длине я уже замеряла в процессе видео все детальки. Значит, по подошве 18 сантиметров. Даже чуть-чуть зашкаливает за 18. Так, что еще? Вот вязала вот по такой схеме. Простенькие. Вяжется очень быстро эта схема. Один влево смотрит, другой вправо смотрит. Схему остановите видео, заскриншотьте, или же на канале у меня есть сообщество рядом с плейлистами. Значит, я туда вставляю схемы и фотографии, можно там взять схему, как вам будет удобно. Так, тапочки, теперь что? Я вязала, вот у меня осталось немножечко ниток, полмоточка было синих, черный, немножко было голубых, поэтому в общем плане полмоточка хватит. Нитки у меня этого стопроцентный акрил, 100 граммах 240 метров. Нитка плотная, смотрите, я ее не могу разорвать, поэтому вот прочные они. На тапочке хорошие, поэтому акрил спрашивают, какие нитки. Я вяжу акрилом. Ну, это тапочки детские, они быстро не протрутся, поэтому можно и шерстью вязать, в общем. Я для чего показываю метраж. У меня такой метраж. Если будете вязать близко к этому метражу, по моим расчетам, все получится. Значит, что еще? Спицы у меня номер 2,5. Тунисский крючок номер 2,5. Ну вот, вроде бы и все. Спицы сказала, нитки сказала. Все, приступим. Забираем схему и начинаем вязать. Поехали. Начинаем вязать мысок. Наберем цепочку из 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провяжем эти 10 петель. Последняя. Я захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь в начало ряда. Со второго ряда начну делать добавки. Расширю до 20 петель. А потом буду начинать вязать узор, мишку. Так, второй ряд. Первая на спице, вторую провязываю. Из протяжки между петельками, вот она, захватываю ниточку, делаю добавку. Также сделаю в конце ряда. Осталось 2 петельки у меня. Ввожу спицу под поперечную, захватываю, добавила, провязываю последние 2, последнюю под 2 дужки крайних,
Здесь первый ряд немножко тяжело. Вот одна дужка и вот вторая. Вот по 2 дужки. Захватила. Возвращаюсь обратно. Точно так же провяжу второй, третий ряд. Будем добавлять, пока у меня не будет 20 петелек на спице. На крючке. Вяжем, добавляем петельки. Я провязала 6 рядов. С 7 ряда начну вязать узор. Значит, в этом ряду у меня на спице 20 петель на крючке. В этом ряду я добавки делать не буду. Сделаю в следующем ряду. Всего будет 22 петли. Значит, так, первые 2 петельки провяжу голубым цветом. Вместе с кромочной. Далее вводим зеленый цвет. Одна зеленым. Одна красным. Одна зеленым. 4 голубым цветом. Здесь петельки переведу. Четыре. Далее одна красным. Одна зеленым. Одна красным, одна зеленым. Так провяжем 7 раз. Одна красным, одна зеленым. Закончим красным цветом. Красный, зеленый, красный. Зеленый. Красный. Зеленый. Красный. Оставшиеся петли вяжу голубым цветом. Здесь я подключу еще один моточек голубых. Потому что, вот смотрите, по схеме у нас голубой только с этой стороны и с этой. Чтобы не было больших протяжек, разных 2 клубочка сделаю. Точно так же шарфик я сделаю отдельную ниточку, отрежу ниточку по полметра. Здесь и здесь, чтобы через эту мордаху не протягивать, не делать нагромождение с протяжек. Потом хвостики попрячу, не забыть показать. Все, до конца вяжем голубым цветом. Возвращаемся обратно. Вяжем каждый над своим цветом. Голубой над голубым, красный над красным. Так, осталось у меня здесь 4 петельки. Что ж такое? Вот такой получается. По 2 петельки иду обратно. Через 2 протянула. Идем начало ряда. Второй ряд узора. Здесь я сделаю последнюю добавку. Так, у меня будет 3 голубым. Далее одна зеленым. Сейчас вот ниточку подтяну зеленую, переброшу ее вот так вот. Одна зеленым, одна красным, одна зеленым, одна красным. Две голубым. Одна зеленым.
1 красным. Сейчас мы будем чередовать 1 зеленым, 1 красным. Так провяжем 9 раз. 1 зеленым, 1 красным, 1 зеленым, 1 красным. Закончим на зеленом цвете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 зеленый цвет у нас. Последние 4 петельки вместе с накидом, с добавкой, я провяжу голубым цветом. Если хотите, чтобы мысок был пошире, сделайте еще по одной добавке. Ну, смотря какой размер. Так, 4 голубым. 1, 2 добавили. 3 и последняя по 2 дужки. 1 дужка, 2 дужка, захватила. Все, возвращаемся в начало ряда. Это был 2-й ряд. Идем в начало ряда. 3-й ряд узора. Больше добавок делать не буду. Буду в самом конце в мысочке убавлять. Но это провяжу сейчас без добавок 15 рядов. До самого бубончика. Когда у него дойду до бубончика, там начну убавлять. Значит, 3 голубым. 1, 2, 3. Сейчас еще пару рядочков провяжу. 3 голубым. 1 зеленым. 1 красным. 1 зеленым. 1 красным. Так 8 раз провяжем. 1 зеленым, 1 красным. 4, 5, 6, 7, 8. Закончили красным цветом. Дальше у нас начинается мордочку будем вязать. Возьмем белую ниточку. 5 петель провяжем белым цветом. Раз, 2. Хвостик провяжу. 3, 4, 5. Далее у нас будет идти 1 красный, 1 зеленый, 1 красный. Чтобы не делать через всю мордаху протяжек, я здесь отрежу по полметра ниточки, сантиметров по 70, вот кусочек. И буду вязать с отдельной ниточки. Ой, подождите, куда же она улетела. Так, 1 красным. 1 красным, 1 зеленым, 1 красным. И остальные 3 петельки провяжу голубым цветом. Мне сообщение, уведомление приходит, и сразу фокус на камере падает почему-то. Ну, целый день никто не писал, только села за видео. Все, я всем понадобилась. Так, все, провязали последнюю петельку. По 2 возвращаемся в начало. Это у нас был 3-й ряд. Идем в начало ряда. Вяжем дальше. 4-й ряд у нас. Первые 6 петель провяжу голубым цветом.
6. Так, черная нам не нужна. Далее 6 провязали, 1 красная, 1 зеленая, 1 красная, 1 зеленая. 4 раза вяжем. 1 красная, 1 зеленая, 1 красная, 1 зеленая. Теперь 7 раз белым, 7 петелек белым цветом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять у нас идет 1 зеленая, 1 красная, 1 зеленая. Одна зеленая, 1 красная, 1 зеленая. Оставшиеся 2 петельки провяжем голубым цветом. Добавок у нас нету. Будут одни убавки позже. Так, вот 4 ряда провязали. Понятно, да? Сам принцип вязания. Кто первый раз вяжет, добавки показала. Этого ужастика сзади не пугайтесь. Потом все это попрячем. Ничего нигде не повылазит. Все будет нормально. Значит, что мы сейчас делаем? Возвращаемся в начало ряда. Вяжем дальше по схеме. Кто не заскриншотил, остановите видео, заскриншотьте схему. Провяжем вот этот вот промежуток без добавок, вот до шапочки. Дойдем до отсюда, я к вам вернусь и будем делать убавки. Хорошо? Договорились? Забираем схему, вяжем до верха, встречаемся. Провязала я мишку вот до бубончика. Сейчас буду делать убавки. Вот по схеме последние 2 клеточки бубончика, первая убавка. В первом ряду одну закрою, следующий ряд закрывать не буду. Потом буду закрывать в каждом ряду и сойду, пока у меня не останется 10 петель. Так, что я сейчас сделаю? Ширину замеряю, а высоту, когда довяжу до конца, потом замеряю. Вот по ширине у меня получилось 7, ну почти 7,5. Так, теперь делаем убавку. Первая на спице, следующие 2 петельки провязываю вместе. Все, я просто делаю. И дальше по узору вяжем. 2 белых у нас последних идет, 2 голубых. Далее вяжем красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 красным. 1 красным у нас осталось. Остальные вяжем голубым цветом. В конце 2 петельки сокращаем. И возвращаемся обратно. Вот предпоследние 2 провяжу вместе. Можно это на обратном ряду, когда обратно возвращаемся, провязывать. Но я провязываю сразу. Так, и последняя под 2 дужки, как всегда, вытянули. И вот по 2 иду обратно. Все, следующий ряд я провяжу по узору.
Дальше буду в каждом ряду сокращать. Сократим до 10 петель. Петли закрывать не буду, просто вернусь в начало ряда, чтобы не было там плотности сильно. Так, теперь что еще сделаем? Ниточки попрячем. Не забыть попрячем нитки. Вот она изнанка. Смотрите, вот тут, например, 2 ниточки рядышком. Сейчас их один раз вот так завяжу. И каждую в разные стороны протяну. Под петелькой запутываю, так аккуратненько, и точно так же с этой сделаю. Все зачистили. Вот черная одна, тоже ее под черной протягиваем. Где-то ее спрячем вот так вот. И еще раз вниз. Все, вот так вот я запутываю ниточки. Понятно, да? Что теперь дальше делаем? Заканчиваем мысок, сокращаем, дойдем до конца. Я к вам вернусь и начнем делать вот эту вот обвязку. Сократили петли. У меня осталось 10 петель. Я вернулась с начала ряда. Все, эта ниточка мне больше не нужна будет. Я ее обрезаю. Теперь, что будем делать дальше? Вот такой вот у нас овал получился. Так, высота в сантиметрах 10,5. У меня получилось 29 рядов. Пересчитывать не буду, но 29. По схеме было 29. Теперь белыми нитками сейчас наберу петельки по всему. Вот отсюда начну и по всему нашему этому мысочку. Единственное, что у меня светлый фон, основной цвет светлый, поэтому я этого мишку, вот контуры ему такие серой ниткой обшила. Вы можете этого не делать, может быть, у вас фон будет темнее. Просто ниточка обвела его, иголочкой обшила, и все. Да, по желанию. Хотите, можете делать, хотите, можете не делать. Так, теперь вот под самой первой, под 2 дужками, спицами номер 2,5 буду набирать петельки. Отметим серединку, чтобы у нас было одинаковое количество с каждой стороны. Так, вот этот вот хвостик, тоже его заплетем, пока будем набирать. По одной, под 2 дужками.
наберу и обратно вернусь лицевыми петлями. По лицевой стороне у меня будет изнаночная. Один ряд наборный и второй лицевой будет белым. Дальше 2 ряда провяжу синим лицевыми. И все. И дальше буду вязать подошву. Вместе с наборным рядом получится 4 ряда я провяжу. Так, набираем петельки. На что еще хотела обратить внимание? На поворотах вот здесь вот я немножечко как срезаю уголок, закругляю. Вот смотрите. Петлю не с самого уголка набираю, а вот немножечко срезаю этот угол, закругляю его, так сказать. Вот так вот немножечко его срежем. Тут уже. Тут по 2 дужки. Вот так вот. Ну, сейчас не видно, как раз на угол повернула. Очень понятно, да? Вот так же и в этом углу. Не в самый вот край, а вот по петельку. И вот так вот достаю. Срезаю его, чтобы этот край потом у нас не вылазил. Оно все попрячется тогда. Значит, что сейчас делаем? Набираем петли, провязываем один ряд белым лицевым и 2 ряда. Каким цветом вы будете вязать основной тапочек? У меня это синий. 2 ряда провяжу синим. Потом перейду к подошве. Вяжем. Провязала 2 ряда белым лицевыми петлями, 2 ряда синим. Теперь я ниточку не обрезаю, перебрасываю ее между петельками, переплетаю одну вперед, одну назад, петли снимаю, плотно переплетаю. Вот так вот. Теперь подошву буду вязать на 10 средних петлях. Выделили 10 петель, начинаем вязать подошву. Так, как же здесь? Подошву буду вязать всю лицевыми петлями. Первую снимаю. Все вяжем лицевыми до последней петельки. Последнюю тоже провяжем лицевой. Прибавки буду делать, провязывая каждую петельку с боковой спицы. Последняя лицевой. Одну провязываем петлю с боковой спицы лицевой. Перевернули. Нить впереди у меня. Первую снимаю. Все остальные до последней петли вяжу лицевой. Вяжем лицевыми до конца ряда. Последнюю петельку провязала лицевой. Теперь одну добавляю с боковой спицы. Ее тоже провязываю лицевой. Разворачиваюсь. И также все вяжу лицевой до последней. Последнюю прибавляю с боковой спицы. Всего я добавлю, у меня будет 36 петель. По подошве буду расширять, пока не будет 36 петель. Останется немного петель на спицах, и мы их будем закрывать по методу закрытия пятки. По 2 вместе тогда будем провязывать крайние.
36 петель у меня. Для тапочки, вот для этого расстояния, это будет мало. Поэтому недостающие петли я наберу вот с мыска. Вот здесь у нас есть петельки. И здесь по 4 петли, по 5, кому сколько нужно будет. Вот здесь вот я их доберу. Всего у меня полотно будет 44 петли. Как я уже говорила, у меня тапочки эти на 7 лет. На 6 свободно, на 7 нормально, можно и на 8. Только немножечко добавить по длине. Так, вяжем до конца лицевыми. Последняя лицевая. Теперь одну добавляем, расширяем с боковой стороны. Подтянули. И опять вяжем все до конца ряда лицевыми. Первую снимаю. Все лицевыми. Вяжем, расширяем подошву до нужной нам ширины. Если есть возможность, примеряйте. Вяжем до конца. Последнюю провязали тоже лицевой. Добавляем одну петельку с боковой спицы. Провязываю ее лицевой. Все, развернулись. И вяжем. Все лицевыми добавляем по одной. Значит, что у меня здесь получилось? 9 сантиметров. Вот половинка тапочки. 9 сантиметров. Полностью высоту по подошве. Половинка тапочки. Вот 11. Понятно, да? Значит, добавляем вот по краям по одной с каждого края добавили, расширили, останется несколько петель, я к вам вернусь, будем их потом провязывать по методу пятки, по 2 вместе. Все, первую снимаю, дальше все вяжу лицевыми. Опять же, я платочка вяжу. Можно и резинкой подошву связать, чтобы она была более пружинила. Вот какой вязкой хотите. Можно и другим вязать. Ну, это детские тапочки, поэтому они не протираются быстро. Так, последний лицевой. Добавили одну лицевой. Подтянули, развернулись и вяжем опять также все лицевыми. В конце ряда добавляем одну петельку. Сняла. Все, вяжем, заканчиваем нашу подошву. Закончила я расширять мысок. Вот такое дело получается. Теперь последние дальше остались петельки на боковой спице. Я их буду соединять по 2 вместе. Последняя петелька. Буду провязывать одну с подошвы, одну с боковой по лицевой стороне изнаночной. По изнаночной стороне буду 2 вместе провязывать лицевой. Все, так же продолжаю вязать все лицевыми. Снимаю первую, до конца вяжем все лицевыми. И последние 2 провяжу лицевой. Дошли до последней петельки. Петельку с подошвы из боковой спицы провязываю 2 вместе лицевой. Подтянули, перевернула, первую снимаю, дальше вяжу все лицевыми.
Последние 2 буду закрывать по лицу изнанкой, по изнанке лицевой. Все, вяжу все лицевыми. Вяжем так до конца, закрываем все петельки на боковой спице. Довязала подошву до конца. Вот у меня остались последние петельки. Я их закрою и сразу буду набирать дополнительные петли для полотна самой тапочки. Закрыли. Теперь я наберу по 4 петельки с каждой стороны. Так, 1, 2, 3, 4. Две с боковой наберу и 2 с мыска. Обратно вернусь все лицевыми петлями. Точно так же закрою, здесь у меня осталась незакрытая петелька, и наберу 4 с этой стороны. Все вяжем лицевыми. Подтянем. Идем до конца ряда, вяжем. Также сделаю с этой стороны. Последние 2 петельки закрою вместе. Развернулись. Подтянем. Наберу 4 петельки. Два. 3, 4. Эти 4 петельки провяжу изнаночной. Дальше буду вязать все лицевой и провяжу еще 1-2 ряда лицевыми. Потом буду вязать узорчик. Два, 3, 4. Остальные вяжу лицевыми. Вяжем до конца лицевыми. Все. И еще пройдем ряд лицевыми. Вяжем все лицевыми. Теперь я буду провязывать вот эту вот часть. Она у меня состоит из 12 полных рядов. Простой узор. Все петли буду вязать, все ряды лицевыми. Значит, чередовать буду 3 светлым цветом, 1 темным, 3 светлым, 1 темным. Следующий ряд точно так же, только 1 светлым, 3 темным. Все петельки лицевыми. Вот это вот изнанка. Чтобы поплотнее было, поэтому провяжем так нужную высоту, нужный размер. Так, начну с какого? Светло-голубого начну. У меня 3 цвета. Светло-голубой, основной синий и белый. Вот их я буду чередовать. 3 светлым цветом, 1 темным. Все лицевыми. И по изнанке вяжем по узору тоже все лицевыми.
3 светлым, 1 темным, 3 светлым, 1 темным. Простенький такой. Так, вяжем так до конца ряда. 3 светлым, 1 темным, 3 светлым, 1 темным. Вернемся по изнанке, по узору. Темный над темным, светлый цвет над светлым провяжем. Все вяжем лицевыми. Довязываем изнанку. Светлый над светлым, темный над темным. Все вяжем лицевыми. Три светлым, 1 темная. И по лицу, и по изнанке. Так, последний. 1, 2, 3. Тут ниточку подтянем потом. Так, теперь что делаем дальше? Смотрите, у меня, значит, вот основной цвет темно-синий, синий. В каждом ряду 1 провязываем полный ряд, 3 лицевых, 1 лицевая, 3 лицевых. Вот 1 полный ряд, 3 лицевых, потом 1 лицевая, 3 лицевых, 1 лицевая. Точно так же светлые цвета меняю. Вот они не прерываются, друг над другом идут эти синие ряды. Можно из 2 цветов всего лишь сделать. Так, что теперь делаем? Над 3 петельками светлого цвета провязываю 1. Все лицевыми. 1 светлым. 3 темным. Раз, 2, 3. Опять 1 светлым. 3 темным. Там, где была 1 темная, провязываем 3. Там, где было 3 светлых, из них провязываем только 1 среднюю. И так в каждом ряду будем чередовать. 3 темных, 3 светлых. Ой, 3 темных, 1 светлая. 3 темных, 1 светлая. Вяжем так до конца ряда. По изнанке вяжем по узору, все лицевыми. Следующий ряд можно опять вязать голубым, продолжать. Можно поставить 3 цвет. Хотите, можете 4 цвета поставить. Каждый ряд можно разным цветом. Это уже дело вкуса. Так, 3 темным. 1 светлым. Все, так довязываем до конца ряда. Понятно, да? Значит, провяжем до пятки. Сколько у меня здесь до пятки? Еще раз померяю. Так, вот весь тапочек, чтобы его видно было. Весь тапочек у меня 18 сантиметров. От пятки и до пальчика. 18. В спокойном состоянии. Вяжем до пяточки. Довяжем. Я к вам вернусь. Будем вязать пяту. Закончила вязать полотно подошвы. Переходим к пятке. Пятку буду вязать на средних 12 петлях. Буду вязать ее всю лицевыми. По 2 петельки с каждого краю закрывать. Значит, высота пятки у меня сколько? Ее тоже замеряю. Вот смотрите, 5 сантиметров высота пятки у меня. Тут не видно на этой самой. 5,2, где-то так. Значит, всю провяжу лицевыми. Последние 2 петельки. Одну петельку с пятой, одну с крайней, с боковой спицы. Буду закрывать по лицу изнаночной 2 вместе. По изнаночной стороне буду закрывать лицевой. Всю пятую вяжу платочкой лицевыми петлями.
Все вяжу лицевыми, закроем пятку и закончим, обвяжем тапочек. Вяжем до конца все лицевыми. Недавно спросили, какими петлями вы вяжете. Бабушкиными, дедушкиными. Девочки, не знаю, как научилась 40 лет назад, так и вяжу. Так и вяжу. Обычными, старинными. Так, последняя петелька. Последнюю петельку переношу и закрываю 2 вместе по изнанке лицевой. Все, перевернули. И опять же 12 петель продолжаю закрывать пяточку. Все лицевыми. Все. Плотно вяжу, сильно петли не вытягиваю, чтобы он не был сильно рыхлым. Ну, лицевые петли показывать не буду, все это знают. Закрываем пятку, дойдем до конца, встретимся. Закончили вязать пяту. Последние петельки я закрою контрастным цветом, которым буду набирать петли для обвязки. Протяну белую ниточку сюда. Так, теперь этой же ниточкой под 2 дужками по всему тапочку наберу петельки. У меня будет 48 петель. На 4 спицы наберу петли и провяжу 1 ряд изнаночными. Белым цветом 1 ряд изнаночными провяжу. Набираем петли под 2 дужками. Где она тут? Вот под 2. В предыдущих тапочках я уже показывала более, может быть, подробно. Первый ряд провяжем изнаночными белым. Далее буду вязать 12 рядов, провяжу лицевыми. Другим цветом, синим, голубым, каким хотите. Вот у меня нитка осталась основная. Я ее провяжу. Потом выверну наизнанку и примонтирую это все дело. Внутреннюю часть можно еще контрастным цветом провязать. В общем, понятно, да? Сейчас наберем на 4 спицы петли. Первый ряд провяжу изнаночными. Следующие ряды, 12 рядов, я провяжу лицевыми. Провязала лицевыми петлями я 12 рядов высоту. Значит, сколько это у меня? Вот 3 сантиметра. Теперь что я сделаю? Перегибаем. Можно вывернуть наизнанку, так будет легче. Вот так ровненько все перегибаем. Попробую по лицевой стороне примонтировать. Одну петельку снимаю. Вот мой первый ряд белыми я специально набирала, чтобы было видно. Вот они. Строчка такая идет. Одну петельку со спицы. Одну подхватываем. Первую самую. И провязываю 2 вместе. Протягиваю. Нет, надо было это вывернуть все-таки. Одну снимаем. Подхватили. Сейчас это выверну. Вывернула наизнанку, потому что мне так удобнее. Вот одна петелька со спицы. Одна у нас на крючке. Одну со спицы снимаю. И протянула. Так, по одной соединяю все петельки. В конце хорошо подтянем, спрячем кончики под обвязку. Я подтягиваю нитку, так удобнее. Так, одна. Одну снимаю.
вводим под петельку. И по одной продолжаем привязывать верхнюю часть. Все, так дойдем до конца. Я уже это сколько раз показывала, поэтому в этот раз основное показала. Все, довязываем, обвязываем вот так вот. На этом сегодня, девочки, мальчики, все. Вот так вот перегнем, не перетяните здесь, не перекрутите. Вот так вот у нас получится. Значит, довязываем тапочек. 7 легких петелек. Всем спасибо за просмотры, подписки. Скоро увидимся. Всем пока-пока.